Всем привет! С вами Марго. Я безумно люблю животных и изо всех сил стараюсь им помогать. Когда я смотрю видео, где они попадают в тяжелые ситуации, я, как и многие другие неравнодушные люди, не могу оставаться спокойной. Сегодня вы увидите 10 сжимающих сердце случаев с животными. Поехали! Мужчина со своим сыном ехали на мотоцикле и услышали жалобный скулёж под мостом. Они спустились на звук и увидели щенка, застрявшего в пластиковой трубе. Только посмотрите в эти грустные и полные надежды на спасение глазки. Малыш не мог пошевелиться, ему было больно, когда его пытались достать. После долгих стараний мужчине все же удалось его вытащить. Щеночка забрали с собой домой и накормили. Кстати, в новом доме у него появилось много друзей – цыплят, с которыми щенок делит свою еду. Неравнодушный парень захотел помочь уличному котенку. Его глаза были залеплены чем-то вроде гноя. Из-за этого малыш не видел совсем ничего, даже собственную маму. Она, кстати, ринулась защищать своего котенка, шипела, когда за ним пришел ветеринар. При осмотре выяснилось, что у котенка инфекция, из-за которой на веках образовались язвы. Глазки были полны гноя и покрыты струпьями. Большая часть роговицы была сильно повреждена. Когда малыша увезли, кошка не находила себе места и искала своего ребенка. Котенку было назначено лечение для регенерации роговицы. В ветклинике его активно лечили, и малыш стал поправляться. Открыл глазки, и они начали понемногу видеть. Мама-кошка была счастлива возвращению своего котенка. В индийском городе Хайдарабад собака попала в водную ловушку на реке. К счастью, ее заметили и не смогли оставить в беде. 4 мужчин взялись за руки, чтобы подобраться поближе к животному и не упасть в воду. Собака изо всех сил пыталась подплыть к людям, но не могла, так как ее постоянно относило назад бушующим речным порогом, а добровольцы старались максимально к ней приблизиться и рисковали собой. Собачка хотела жить и не сдавалась. И вот, наконец, одному из спасателей удалось достать и схватить собаку за лапку. Ее вытащили и донесли до берега. Девочка нашла щенка, застрявшего в грязи. Бедного песика трясло, он весь дрожал. Неизвестно, сколько времени он находится в таком положении. Девочка прошла к нему, погладила и сразу же достала его из этой западни. Потом она его хорошенько искупала, напоила, накормила и отогрела. Посмотрите на этого милаху, который до сих пор весь трясется. Слава Богу, что он теперь в надежных руках. В Индии в колодец с водой упал козленок. Когда его заметили, он еле-еле держался на воде и едва дышал. Бедняжка кричал, звал на помощь. За ним в колодец, держась за веревку, спустился мужчина из индийской службы спасения животных Animal Aid. Он взял козленка под мышку, и их вытянули наверх. Козленок немного ослаб после того, что ему пришлось пережить. Малыша вытерли от воды и отнесли к маме, которую он был счастлив видеть. Чтобы восстановить силы, козленок тут же принялся пить материнское молоко. Эта душераздирающая история началась с того, что мать-собака призывала на помощь к своему маленькому щенку. Он оказался тяжело раненым и скулил, сильно мучаясь от боли. Спасатели аккуратно подняли его и отнесли в машину. Щеночка доставили в центр Animal Aid, где ему обеспечили должное лечение и восстановление. Маму взять с собой было нельзя, так как неподалеку у нее было еще 4 детей.
Малыш был очень храбрым и не сопротивлялся во время процедур. Несколько дней он еще не мог ходить из-за боли. Его кормили, ухаживали за ним, окружали лаской и любовью. А после полного восстановления его счастливого и благодарного вернули к любящей матери. Посмотрите на это невероятное воссоединение семьи. В службу спасения животных сообщили о кошке, которая пряталась под шкафом, и у нее в теле торчала стрела, которая пробила ее насквозь. Невозможно представить, какую боль она испытывала. Ей было непросто двигаться и дышать. От боли и страха кошка убежала, когда за ней приехали. Ее пришлось долго искать по окрестностям, спрашивать у людей, не видели ли они раненое животное. Найти кошку удалось спустя аж 36 часов. Бедняжка сидела в углу на крыше. Ее достали при помощи петли и сачка, осторожно, чтобы не касаться стрелы. Торчащие снаружи части стрелы обрезали, чтобы не травмировать кошку еще сильнее во время перевозки в клинику. К счастью, важные органы оказались не задетыми. Стрела попала в кость задней ноги, сломав ее. Малышке сделали операцию по удалению стрелы и восстановлению кости. Врачи также провели собственное расследование относительно того, кто и зачем стрелял в бедное животное. Все указывало на то, что кто-то, кого нельзя называть человеком, выстрелил в кошку из лука, находясь от нее в паре метров, совершив акт живодерства. Информацию передали в полицию, и там занялись поиском преступника. В больнице кошка стала быстро поправляться и набираться сил. Все страшное для нее было уже позади. Прохожие люди заметили лежащего на земле щенка с какой-то налипшей грязью на его теле. Бедный щенок лежал, не двигаясь, с очень грустным выражением глаз. Оказалось, что он угодил в жидкую смолу, которая потом затвердела на его теле, не позволяла ему двигаться и медленно его убивала. Его сестру нашли неподалеку, но, слава богу, у нее оказались повреждены только пальцы на лапах. Их обоих забрали в центр Animal Aid и принялись спасать. Долгое время их отмывали и очищали от этой смолы, но самое главное, что щенки оказались спасены. Ведь этот бедный песик уже буквально умирал там, в этой застывшей смоле. Посмотрите на этих красавцев после очищения. Их жизнь полностью вернулась к ним. Любопытный енот бродил по гаражу в поисках чего-то интересного. Каким-то образом он зацепился шеей за брезент, которым была накрыта машина. Видимо, это очень испугало зверька, и, попытавшись выбраться, он запутался еще больше. Брезент обвил его шею, закрутился, и енот повис на нем, задыхаясь. К счастью, животное заметил мужчина, который тут же принялся его спасать. Он решил попробовать отрезать брезент ножом. Но нож оказался очень маленьким и с трудом справлялся с этой нелегкой задачей. В какой-то момент мужчина отчаялся и дрожащим голосом сказал, что енот умирает. Но на помощь подоспел сосед с ножом. Им, наконец, удалось перерезать ткань. Мужчины сняли удушающую ткань с шеи животного. Енот, скорее всего от шока, ухватил ткань зубами и не хотел ее отпускать. Чуть позже он начал потихоньку приходить в себя и немного поел корма, которым его угостили спасатели. Эта история по-настоящему ужасает. Бедная собака висела вверх ногами на штыре, проткнувшем ее живот. Возможно, она неудачно прыгнула в темноте и напоролась на этот стержень. Малышка дрожала и плакала от немыслимой боли. К ней на помощь поспешили спасатели индийской организации Animal Aid. Было страшно, что в любой момент собака может умереть.
Ее осторожно сняли со штыря, он был безумно длинным и почти выходил наружу из тела. Животному было ужасно больно и страшно. Ее как можно скорее доставили к ветеринарам. К огромному счастью, стержень не задел важных органов. Рану обработали и сделали все необходимые процедуры для выздоровления. Собачку назвали Квин. Спустя месяц ухода, лечения и заботы ее не узнать. Она поправилась, стала очень ласковой, общительной. Несомненно, Квин очень благодарна своим спасителям. Помогайте животным, ни в коем случае не проходите мимо их беды. Ставьте лайки и максимально распространяйте видео, чтобы как можно больше людей принимали участие в судьбах животных. С вами была Марго. Подписывайтесь на канал. Всем пока!